Продолжаем заготовку косой бейки. Перед этим она у нас была начерчена на куске ткани под 45 градусов. После того, как я ее начертила, я ее выкроила. Вот такие полосочки у меня получились. Затем мы идем на утюг, потому что нам необходимо косую бейку заготовить, чтобы она у нас была вот так заутюжена к центру. Как хочу показать, это сделано, то есть на фабричной, скажем так, заготовленной бейке, которая продается в магазине. Нам ее необходимо тоже также подготовить. Для этого нам необходимо теперь вот с этим кусочком ткани идти на, скажем так, чтобы обработать его утюгом. Для этого мы складываем полоску пополам строго. Нам необходимо ее сложить. Вот таким образом складываем одинаково, чтобы у нас было сложено все. И приутюживаем с той стороны, где у нас сгиб, всю полоску. То есть сложили и приутюжили. Вот у меня уже заготовленный образец. Предварительно она была сначала пополам сложена, эта полоска, и приутюжена. Если я поднесу ближе к камере, вы увидите. Вот он, первый сгиб. После того, как этот сгиб был сделан, мы делаем следующие операции. Теперь, когда у вас есть посередине заглаженный сгиб, вы до этой серединки, мне немножко неудобно одной рукой, я сейчас поставлю камеру и покажу. Вот таким образом я загладила сначала пополам. Вот вы видите, да, первый сгиб. Вот он проходит здесь. Я приутюжила его утюгом. Следующее. У меня есть уже эта средняя заглаженная линия, да. Я теперь укладываю с одной стороны вот таким образом и тоже приутюживаю, то есть до серединки. Я подворачиваю ткань до серединки, которая у меня уже намечена с помощью утюга. Подворачиваю и тоже приутюживаю этот сгиб. Точно так же я делаю с другой стороны. До серединки укладываю и приутюживаю кончиком утюга, то есть острием утюга. Я приутюживаю вот этот край с одной стороны, у меня приутюжен, и с другой стороны. Все, я приутюжила, и затем уже для закрепления, скажем так, ткани я складываю еще раз это пополам и просто прохожусь утюгом. Все. Вот такая у меня косая бейка получается в готовом виде. Она точно как магазинная, только от того, что она сделана не из атласной ткани, а сделана из той ткани, например, из которой я шью то или иное изделие, скажем так. Как я перед этим показывала магазинную блузку, что там горловина спинки обработана именно той тканью. Я сейчас покажу еще раз, из которой пошита эта блузка. То есть вот таким образом вы можете наблюдать. Я поднесла ближе к камере, да, что горловина спинки только. Перед обработан совсем по-другому, то есть именно горловина спинки обработана косой бейкой. Это с лица, это с изнанки косой бейкой, именно в тон ткани, с которой пошита блузка. То есть все зависит от того, какой вы себе представляете свою модель. Хотите ли вы обработать атласной беечкой, да, другого цвета или в тон цвета. Или хотите вы обработать. Есть косые бейки, еще и хлопчатобумажной ткани выкроены, то есть из ХБ.
Или же вы хотите выкроить, если у вас, но они в основном идут однотонные. А если у вас ткань цветная, и вы хотите, скажем так, в цветочек, и вы хотите обработать именно, вот как, например, у меня вот эта ткань, да, в цветочек, и я не хочу сюда никакого цвета добавлять, я хочу, чтобы, например, край был обработан именно косой бейкой в тон, конечно же, я лучше выкрою из этой же ткани, из которой буду шить изделие. То есть вот таким образом у нас заготавливается косая бейка. Есть разные приспособления, продаются для того, чтобы не надо было гладить, ну, заутюживать утюгом с одной стороны, с другой стороны. Здесь продаются специальные приспособления, в которые вы вставляете кусочек ткани, и протягивая через это приспособление, вы тут же проходитесь утюгом. Она уже у вас выходит как бы сложенная. Но единственное, при покупке таких приспособлений необходимо учитывать ширину косой бейки, которую вы хотите получить в готовом виде. То есть вот готовый вид косой бейки. Сколько вы хотите, чтобы он у вас был. Там 0,7, 1 сантиметр. Может, вам нужна широкая косая бейка, там 2 сантиметра в готовом виде. И уже в зависимости от этого при покупке этого устройства вы уточняете в интернет-магазине или где вы будете покупать это устройство. Само устройство по заглаживанию косой бейки я вам не покажу, потому что я не пользуюсь, я пользуюсь без помощи этого устройства, заглаживаю косую бейку. Оно необходимо только в том случае, если вам необходимы очень большие, скажем так, объемы косой бейки для обработки каких-то изделий. Тогда оно сыграет для вас положительную, скажем так, будет положительное преимущество. Вы таким образом вполне возможно сэкономите время. Так как я обрабатываю не так часто косой бейкой, поэтому мне достаточно того, что я делаю это сама с помощью утюга. Посмотреть, как выглядит это устройство, вы можете, как говорится, в гугле забить, как говорят, Google в помощь, и узнать, как выглядит устройство для заготовки косой бейки.